Всем привет! Давно хотел поднять эту тему, еще месяц назад, когда Blizzard анонсировали эту странную штуку под названием «Совет сообщества». Повода вот не было, зато сейчас самое время. Возможно, кто-то из вас в курсе об этом проекте, но по моим наблюдениям в ру-комьюнити не сильно его обсуждают, на то есть причины, поэтому вкратце. Чуть более месяца назад Blizzard анонсируют, что хотят наладить контакт с сообществом и сделают это посредством специального форума, куда пригласят самых достойных, самых элитарных представителей этого самого сообщества. То есть вы подаете заявку, где рассказываете о себе, насколько вы шарите в World of Warcraft, что вы не нубас какой-то и с вами можно вести диалог. А Близы на основании каких-то только им понятных алгоритмов выбирают кандидатов и дают доступ к суперфоруму, к которому есть доступ у таких же прошаренных представителей, и вы можете запустить обсуждение каких-нибудь проблем, о которых Близы не в курсе, но вы прольете на них свет. К вашему мнению прислушаются, и, возможно, вам ответит сам сотрудник Blizzard. Я не знаю, может Blizzard думали, что им сейчас начнут задавать вопрос о том, хватает ли маунтов в донат-шопе, нравятся ли игрокам новые трансмоги, которые они там намастырили, или может быть что-то не так с сюжетом, обсудим новые сценарии дополнения. Но внезапно игроки заговорили о реальных проблемах, об уходе игроков из WoW, о навязчивой толерантности, от которой уже всех тошнит, о ботах, о нежелании с ними бороться. Это примерно если бы я у вас спросил: ребята, подскажите, как мне улучшить свой канал? Может быть, изменить шрифт на превьюшках? А вы мне: Варгул, нам надоело, что ты в каждом видео вставляешь рекламу. Нам это не нравится. Ну, а я вам в ответ: серьезно? Разве вам не интересно, что 25 декабря в 17:00 по Москве на игровом сервере WoW Circle Battle for Azeroth X11 в рамках открытия патча 8.1 Волны Возмездия перед игроками откроются врата рейда «Битва за Дазар-Алор». Помимо этого будут добавлены новые островные экспедиции, а также откроется новый фронт – «Битва за Темные берега». И это еще не все. Обновление принесет новые награды за локальные задания и экспедиции, продолжение легендарной цепочки, связанной с сердцем Азерота, а также новый PvP сезон. Сезон ключей Мифик Плюс с новым сезонным модификатором Пожинающий. Примите участие в военном конфликте Альянса и Орды в рамках дополнения Волны Возмездия, который станет доступен игрокам WoW Circle Battle for Azeroth X11 25 декабря 2021 года в 17:00 по Москве. Ссылка в описании. Собственно, сам форум Совета Сообщества не закрыт для просмотра. Обычные смертные могут его просматривать и наблюдать за дискуссией. И вот у меня вопрос. А чем это обсуждение лучше форума, где игроки должны вносить свои предложения об улучшении игры? Есть даже внутриигровой инструмент через службу игровой поддержки, где есть специальная опция «Внести предложение», ну или сообщить о проблеме. Ну, напрашивается вполне очевидный ответ, что все, что вы туда пишете, никому не интересно. Или что вполне вероятно сидит какой-нибудь мальчик и сортирует эти предложения по категориям, чтобы раз в год кто-то заглянул в эту статистику и увидел то, что Близам и так все прекрасно известно, и на этом как бы все. А вот Совет Сообщества — это, по их мнению, другое. Там элитные игроки откроют глаза на настоящие проблемы. Только по факту, от того, где эти проблемы писать, суть-то не поменяется. Для того, чтобы понять, что творится в игре, можно просто открыть форум и найти самые обсуждаемые темы. А еще лучше заглянуть на Reddit, где Близы не могут модерировать темы и удалять неугодные им обсуждения. Так для чего был создан Совет Сообщества? У меня несколько версий. Первая самая очевидная. Репутация Blizzard трещит по швам. Игры компании подвергаются критике. Более того, все чаще слышны возгласы о том, что Blizzard не слышит свое сообщество. Не слышит или не понимает его. И вот чтобы хоть как-то набрать очков лояльности у аудитории, был создан этот показательный жест. Смотрите, мы все делаем для того, чтобы сблизиться со своими фанатами. Мы желаем узнать, что они хотят, как нам сделать наши продукты интереснее. Тем более последний BlizzCon был отменен по известным причинам, а мы с вами помним, что практически каждый BlizzCon разработчики проводили сессию вопросов-ответов по своим франшизам, в том числе и по World of Warcraft. Ну и вероятно, чтобы восполнить этот пробел, диалог с аудиторией выстроен вот в таком формате. Второй вариант. Новое руководство хочет обозначить свою активность. Им нужно показать, что они на своих должностях вступили в работу, и первым делом им нужна дорожная карта, по каким проблемам работать в первую очередь. Это может показаться абсурдным, но они действительно могут не знать, что у них творится в игре. Если посмотреть, с какой скоростью фиксятся ошибки, то можно предположить, что все, что происходит в игре, до разработчиков доходит с большим опозданием.
Вот, пожалуйста, дюб предметов в сезоне мастерства. Месяц, мать твою, игроки бегали с 2 трэшблейдами, с 2 морковками. Я поначалу даже думал, что это такая фича сезона, и удивлялся, почему это нигде не было заанонсировано. Оказалось, нет, это эксплойт, причем довольно старый эксплойт, который был активен еще в старой классике образца 2019, но приобрел массовость только в сезоне мастерства. Разработчикам просто надоело разбирать тикеты с восстановлением предметов, и они решили пустить это дело на самотек, прикрутив автоматизацию. Но как можно было не заметить кучу тем на форумах, скрины на Reddit, где игроки просто носом тыкали в этот факт? Спустя месяц низошло озарение, и уязвимость была исправлена. Так что да, я не исключаю вариантов, что Blizzard сидят в танке, и какие-то проблемы для них могут быть сюрпризом. И последний, третий вариант. Это признак того, что разработчики не доверяют своей аудитории. Считают ее серой массой и ничего не смыслящей в геймдизайне. Собственно, не ожидают никаких здравых идей от игроков. Ну, что они могут попросить? Больше лута, больше контента, меньше рутины, и чтобы игра была дешевле. Или вообще бесплатной. Об этом можно даже и не спрашивать. Поэтому близы хотят говорить не с серой массой, а с представителями элиты, которые шарят за тему. Серая масса может наблюдать за тем, как разговаривают умные люди, и не встревать. Но случилось то, что никто не мог ожидать. Умные люди действительно подняли актуальные проблемы. Не стали рассуждать, какой трансмог красивее. Речь идет о бане участника совета сообщества. Игроке с ником President, который получил блокировку на этом форуме. По какой причине? А все очень просто. Чувак решил, что он прежде всего представитель сообщества. А для этого он организовал Discord, где любой игрок мог оставлять свои отзывы о работе в World of Warcraft. Один из каналов Discord называется «Из-за чего я ушел из World of Warcraft». President собирал истории игроков и пытался понять, какие изменения смогут вернуть их обратно в игру. В канале «Из-за чего я ушел из World of Warcraft» один из игроков оставил сообщение: «Слишком много чернокожих в Штормграде». В Европе у большинства людей английский является неродным языком, поэтому President попросил его точнее выражать свои мысли и уточнил: это является проблемой для вас? Потому что ты расист, или тебе не нравится, что Blizzard пытаются навязывать свои взгляды на реальный мир? Он не получил никакого ответа, поэтому забанил его. Скриншот этой переписки появился в Twitter, и по мнению President стал причиной его исключения из совета сообщества, поскольку вскоре ему пришло письмо, в котором Blizzard сообщили, что им стало известно о множестве случаев неподобающего поведения в Discord и других социальных сетях, что недопустимо для участника совета сообщества. President, не знает, о каком множестве случаев неподобающего поведения идет речь, а попытки связаться с Blizzard и прояснить ситуацию не увенчались успехом. Многие другие участники совета сообщества были против создания подобного Discord-канала, поскольку, по их мнению, каждый участник должен представлять только свое мнение. Возможно, их жалобы повлияли на решение Blizzard. Несмотря на произошедшее, President считает, что создание Discord-канала было правильным решением. Многие темы, которые он создал на форуме Совета Сообщества, появились благодаря общению с другими игроками. Я посмотрел и интервью, которое дал President Асмонголду по данному инциденту, и одно из видео, в котором один из представителей сообщества критикует президента за его излишнюю активность. Что я могу сказать? Да, многим его коллегам на этом форуме не нравилась его высокая активность. По примерным подсчетам, 20% тем в Совете Сообщества было создано президентом. И это многим воспринялось как спам, что большинство тем являются несерьезными или не соответствуют каким-то правилам. Хотя по факту Близы никакие правила не регламентировали. И одна из причин, по которой President также критиковал Близов, за то, что они создали этот форум и никак им не управляли. Как я уже говорил выше, создание Совета Сообщества было, скорее всего, для галочки, а не по каким-то объективным причинам. Конкретно по переписке с игроком-расистом президент пояснил, что подобных троллей в Дискорде было множество, но во избежание недоразумений он все же переспросил для уточнения его позиции. Поскольку, возможно, английский язык был его не родным, и он мог просто ошибиться. Что касается Blizzard, то они использовали этот случай как повод, чтобы удалить скандального спикера и лишить его голоса. Им не нравились темы, в которых он задавал вопросы по типу: почему форум доступен только на американском форуме? Почему для того, чтобы участвовать в обсуждении, надо создать американскую учетную запись? И все в таком духе. В том, что переписка, опубликованная в Твиттере, была по сути вырвана из контекста, разбираться не стали.
Ну, господина Асмонголда хлебом не корми, дай только найти тему, в которой Близы выставлены в негативном свете, осветить ее перед своей аудиторией. Но в данном случае я его не осуждаю. Этот случай как раз показывает то, что в современном интернете нельзя вот так вот просто кого-то заткнуть и надеяться, что дело само замнется. Blizzard в уведомительном письме о блокировке указали причину бана как многочисленные нарушения, что, по мнению президента, является неправдой. А что касается Blizzard, то меня удивляет их безучастность в данном вопросе. Когда тему посмотрели более миллиона человек, они до сих пор не дали никаких комментариев по этому поводу. То есть, по их мнению, это не стоит того. В чем смысл тогда стремления налаживания контакта с сообществом, когда по сути этого контакта нет? Такие вот дела, ребятки. А я напоминаю вам, что если вы хотите дальше следить за интересными событиями в мире World of Warcraft, подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком и комментарием. До встречи, удачи вам!